После нескольких дней безуспешных попыток утихомирить свою дочку, которая не переставала плакать, измотанная и обеспокоенная мать наконец решила проверить то, что раньше казалось вполне обыденным. Она не подозревала, что это решение изменит их жизнь навсегда. Когда Сара Миллер собиралась начать стирку в их доме на окраине австралийского города Аделаида, громкий крик заставил ее замереть. Пронзительный, отчаянный плач эхом отразился от стен дома. Это была ее 5-месячная дочь, Лили, которую буквально несколько минут назад она уложила спать. Сара в изнеможении прикрыла глаза. Последние дни были мучительными. Лили плакала почти без остановки. Молодая мать, по профессии физиотерапевт, впервые заметила необычное поведение 3 дня назад. Тогда ночью их дочь не могла успокоиться, а родители, Сара и ее муж Ноа Миллер, не сомкнули глаз ни на минуту. Утром ситуация повторилась. Девочка плакала между кормлениями, отказывалась засыпать даже после укачивания. Когда слезы не прекращались в течение суток, родители обратились в частную клинику. Врач, осмотрев ребенка, не нашел видимых проблем и объяснил все прорезыванием зубов, нормальным этапом в развитии младенца. Он прописал массаж десен, охлаждающий гель и легкие обезболивающие, пообещав, что это состояние скоро пройдет. Расслабленные этими словами, родители вернулись домой. Однако дни шли, а состояние Лили только ухудшалось. Ее крик становился все более пронзительным. Сара начала сомневаться в диагнозе. Она чувствовала нутром. С дочерью происходит нечто более серьезное. Она вспоминала роды. Лили появилась на свет на месяц раньше срока. Это было неожиданностью. Все шло хорошо, но в начале 8-го месяца начались преждевременные схватки. Несмотря на шок и страх, супруги были счастливы. Их дочь выжила. Однако врачи предупредили. Из-за раннего рождения у ребенка ослаблен иммунитет. Даже минимальная инфекция могла оказаться опасной. Сейчас, глядя на страдания дочери, Сара не могла избавиться от тревоги. В понедельник утром она собиралась снова отвезти Лили к врачу. Она искупала малышку и готовилась одеть ее в чистый комбинезон. Когда она достала новый, только что распакованный костюмчик из упаковки, ее внимание привлекло странное пятнышко на внутренней стороне ткани. Сначала она подумала, что это просто загрязнение, но пятно было странного цвета и текстуры. Сара осмотрела костюмчик внимательнее и обнаружила еще несколько похожих следов. Они были разбросаны внутри, на уровне спины и в районе ножек. Ее сердце екнуло. Она позвала Ноа, и они вместе начали исследовать одежду. Внезапно пальцы Сары нащупали что-то твердое. С опаской она вывернула ткань наизнанку. То, что они увидели, повергло их в ужас. Внутри швов комбинезона были зашиты крошечные острые кусочки ржавого металла. Некоторые выглядели как обломки проволоки, другие — как металлические стружки. Сара ощутила, как земля уходит из-под ног. Они надели этот комбинезон на Лили дважды за последние дни. Неудивительно, что она не могла успокоиться. В панике Сара проверила еще несколько комплектов одежды из той же новой упаковки и обнаружила то же самое — осколки, зашитые в ткань. Ужас охватил родителей. Ведь их дочка с ослабленным иммунитетом носила потенциально опасную одежду. Насколько глубоко металл мог повредить ее кожу? Не попали ли частички внутрь? Они немедленно повезли Лили в детскую больницу Аделаиды. Сара не переставала молиться, пока врачи осматривали малышку. Медицинское обследование показало несколько незначительных ссадин и раздражение кожи на спине и бедрах, но, к счастью, инородных предметов внутри тела не было. Анализы подтвердили, что инфекция не развилась. Угрозы для жизни не было, но моральный шок родителей был непередаваем.
Когда буря немного улеглась, Сара и Ноа подали официальную жалобу в компанию, производившую детскую одежду. Они потребовали немедленного расследования. Пара подчеркнула: дело не в деньгах. Они просто не могли молчать. Ведь если такие дефекты допустимы в товарах для младенцев, пострадать могут сотни других семей. Компания сначала отреагировала формально. Извинилась, предложила прислать упаковку с кодом партии и пообещала разобраться. Но спустя месяц после начала общественного давления последовало официальное заявление с результатами внутреннего расследования. Выяснилось, что одежда из этой партии была произведена на одной из фабрик-подрядчиков в Юго-Восточной Азии. Там использовалась устаревшая система временной фиксации ткани с помощью тонкой металлической проволоки. По нормам производства эти элементы должны были удаляться до финальной сборки. Также продукция проходила проверку металлодетектором. Однако именно в ту смену одна из проверочных машин была выведена из строя, и сотрудники проигнорировали повторную проверку вручную. В результате часть одежды с фрагментами проволоки внутри попала в массовую упаковку и была отправлена в Австралию. Компания признала серьезный сбой в системе контроля качества, уволила 2 ответственных менеджеров и прекратила сотрудничество с этим производством. Более 3200 единиц детской одежды было отозвано с прилавков, а сам бренд обязался внедрить двойную проверку качества, использовать неметаллические фиксаторы и проводить рентген-контроль упаковок. Сара и Ноа получили личные извинения от руководства бренда. Они отказались от предложенной компенсации и продолжили информировать родителей через соцсети. Как написала Сара, «Мы не добивались наказания. Мы добивались честности. Мы хотели, чтобы каждый родитель знал, даже самые маленькие сигналы могут означать что-то страшное. И если бы я не проверила этот комбинезон, не знаю, чем бы все закончилось. Несмотря на пережитый стресс, семья Миллеров сумела восстановиться. Их главная победа — безопасность их дочери. Благодаря материнской интуиции и своевременной реакции Лили жива и здорова. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.